Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас время хризантем. Мой последний кустик перекочевал из сада в горшок, и некоторое время меня еще порадует. И эти хризантемы навеяли меня сделать украшения. Ну, во всяком случае, я их для себя ассоциирую с хризантемами. И вот такие украшения у меня получились. Кулончик, если к нему пришить цепочку, то будет очень красивое такое украшение на шею. И вот такое вот кольцо. Кто-то любит крупные кольца. Я никогда не делала, а вот, знаете, сделала, и мне понравилось. Эти два украшения, они немного разные. И хотя они плетутся, в общем-то, по одной схеме, но это кольцо было сделано первым, и плела я его, смотрите, на вот такой вот толстой мононити. И отличие его от кулона в том, что вот здесь вокруг бусинки всего лишь один ряд бисера. А вот здесь вроде бы с внешней стороны одно и то же, но здесь я проплела плетением дебели вот такой вот оборот. Сегодня я покажу вам, как сделать вот такой вот кулон. И я еще его взяла, и смотрите, вот здесь стянула. Кольцо, оно, видите, такое более живое. Здесь ничего не стянуто, и поэтому оно получилось чуть-чуть крупнее в размере и более такое, знаете, взъерошенное. Ну вот я даже не знаю, что мне нравится больше. Я вам покажу, как сделать вот такое вот украшение. Ну, а вы сами выберите, что вы захотите сделать. Специально для этого украшения я не изобретала цепочку, а вот взяла два вида, которые у меня есть. Все цепочки у меня на канале есть. Можно взять вот еще образец, этот бы тоже хорошо подошел. Ну, если камушки вставить по цвету. Но если вы вдруг задумаете делать такое украшение, мой вам совет взять вот такую вот цепочку. Она, смотрите, цепочка тоже такая немножко как будто бы взъерошенная. И она очень хорошо подойдет для того, чтобы прикрепить вот такой вот кулон. У меня есть плейлист, который называется «Цепочки бисер». Ну и так, давайте по материалам. Я использовала биконусы 4 миллиметра. Вот такую вот гематитовую бусинку 6 миллиметров. И бисер 18549, бронзовый, очень красивый, достаточно стойкий бисер. Да, вот этот кулон я плела на бисерной нити, причем в одно сложение, как-то вот мне так захотелось. Но смотрю, что, наверное, лучше всего плести это украшение на леске. Потому что мононить немного толстовата, а нитка, она как бы очень слабая. Ну, и мы с вами сегодня сплетем вот такую вот желтую хризантему с красной серединкой и красным бисером. Еще раз напоминаю, биконус 4 миллиметра, бусина 6 миллиметров. Ну, а бисер, может быть, кому-то понравится. Очень такой красивый переливчатый красный бисер. 91,70. И для начала, смотрите, в колечке, как я говорила, набран всего лишь один ряд бисера, который замыкается вокруг бусины. Но так, может быть, и смотрится красивей, но плести гораздо сложнее. Поэтому я покажу вам, как сделать вот такой вот цветок. И поэтому для начала нам нужно сплести цепочку дебели. Плоскую цепочку на 2 бисерины. Я думаю, что все, наверное, умеют плести цепочку дебели плоскую. Но для тех, кто не знает, я повторюсь. Набираем изначально 4 бисерины.
подводим к концу нитки и заходим, вот маленький хвостик, который у нас, вот он. Мы с этой стороны заходим вот так вот в 2. Цепочку лучше плести на нитке. Лучше сплести ее отдельно, а потом уже делать украшения. У нас что получается? Вот такой вот квадратик. Теперь длинной ниткой мы выходим в параллельный ряд в обратном направлении. И у нас здесь с вами встречаются 2 конца нитки. Мы их берем и связываем между собой. Вот так проще всего начинать цепочку Ndebele. И теперь мы, смотрите, у нас ставим так, чтобы наша цепочка стояла дырочками вверх. И заходим, кому как удобнее, кому в правый, кому в левый. Я захожу в правый ряд. И каждый раз мы будем набирать 2 бисерины. Заходить в обратном направлении в соседний ряд на 1 бисерину. Вот так. Зашли, подровняли. И смотрите, наша нитка вышла из 2. Мы вот так вот прокладываем ниточку и заходим в соседний ряд на эти же 2 бисерины. Вот так. Вот у нас начало цепочки, и уже 3 ряда есть. Я еще один раз покажу, а дальше вы сплетете сами. И нужна нам будет цепочка из 20 рядов. Я захожу в 1 бисерину, подтягиваю, перекладываю нитки. Смотрите, у меня было сначала вправо я шла, теперь влево. Это не имеет значения. Как вам удобнее, так и держите. Можно каждый раз переворачивать. Допустим, мне удобнее, чтобы у меня иголка вверх шла по правому ряду. Вот так. Ну и таким образом продолжаем. Ну и вот смотрите, какая у меня гусеничка получилась. Теперь нам нужно эту цепочку соединить в колечко. То есть, как мы это делаем? Если у меня нитка выходит из правого ряда, то я должна зайти в тот же правый ряд, только с обратной стороны. Ну и пройти вперед на 2 или на 3 бисерины. Это пока не играет никакой роли. Вот смотрите. Теперь я перехожу. Прошла 3, значит здесь я должна зайти в обратном направлении в 3. И пройти вот по этому ряду немножко вперед. Вот так. Ну, давайте тоже на 3 ряда пройдем. И вот мы стянули наше колечко. И мы с вами закрыли колечко. И смотрите, так как у нас в цепочке Ndebele бисер, дырочки в бисере расположены горизонтально, то бусину мы будем пришивать из междурядья. Вот смотрите, у меня вышла ниточка из 1 бисерины. Я захожу вот сюда, между рядами. И теперь я должна отсчитать половину, 10 бисерин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я вышла из междурядья. Одела бусину 6 миллиметров. И захожу в междурядье вот здесь после 10 бисерины. Вот так. Так как у нас там везде стоят ниточки, то наша бусина будет хорошо прикреплена. Вот смотрите, видите, она выходит как. Теперь смотрите, у меня вот ниточка здесь
прикреплена, я захожу назад в бусину и выхожу туда, откуда пришла. И теперь мы можем ниточку нашу закрепить. Вот так вот прямо в междуряде я подвязываю узелочек. Можно это сделать, пройти еще раз, завязать на той стороне. Но так как это у меня учебное пособие, то я считаю, что достаточно. Ниточку мы обрезаем, а дальше мы с вами будем плести леской. Вот у меня есть черная леска, и мы будем с вами плести черной леской. Мы точно так же с вами сейчас спрячем узелочек в междурядье. Смотрите, я захожу напротив дырочки от бусины в междурядье. Так как мы с вами будем плести хризантему на бисеринках, мы лишний раз с вами не будем проходить леской, чтобы не суживать отверстия в бисере. Ну, вот смотрите, я за один кончик держусь, потом перепрыгиваю через ниточку поперечную и захожу назад в бусину. А здесь выхожу точно так же через ниточку, то есть также в междурядье, но между иголкой и ниткой у нас поперечная ниточка. Смотрите, я подтянула, и вот эти два хвостика я сейчас свяжу. Мы, получится, и бусину укрепили дополнительно, и спрячем наш узелочек, сильно не затягиваем, спрячем наш узелочек вот здесь вот в междурядье. Все, этот хвостик нам не нужен, мы его можем смело отрезать. И заходим в бисерину, ближайшую к нашему хвостику, вот сюда. Вот так. Если вы захотите сплести с другим размером бусины, то вы можете набирать большее количество бисера, но единственное условие – бисера должно быть четное количество. Ну и так, вот у меня вышла, смотрите, из бисерины нитка. Первый ряд очень простой. Мы каждый раз с вами будем делать вот такой вот набор. Этот набор мы подтягиваем к бусине. Заходим назад в один биконус, то есть нитка выходит из бисерины, а мы заходим в биконус. И смотрите, у нас ниточка выходит вот из этой бисерины. Мы заходим в биконус и проходим по ходу плетения через две. И так набираем каждый раз. Биконус, бисерина, подтягиваем к бусине. Заходим в биконус и по ходу плетения проходим 2 бисерины. Ну и так проходим по полному кругу. Ну вот смотрите, я одела последний комплект, захожу в биконус и прохожу в одну бисерину. У нас с вами такое солнышко получилось, в котором 10 лучиков. А теперь мы будем плести здесь же второй ряд. Прямо на этом круге. Смотрите, второй ряд у нас состоит из вот такого набора.
биконус, бисерина, биконус, бисерина. Подтягиваем их к бусине и заходим точно так же биконус, бисерина, биконус. И смотрите, ниточка, вот моя ниточка выходит вот здесь. Обязательно хорошо подтягиваем все. И проходим точно так же через 2 бисерины. Вот так. Таким образом, наши длинные лучики будут стоять между короткими. Опять делаем такой точно набор. Подтягиваем его к бусине. Проходим через 2 биконуса и бисерину. И проходим точно так же через 2 бисерины вперед. Вот так. Уже становится не очень удобно плести. Вот. И таким образом мы проплетаем опять полный круг и делаем 10 вот таких вот длинных лучиков. Ну вот смотрите, я прошла почти полный круг. Вот я набрала последний набор. У нас вот такое вот получается солнышко языческое. И теперь смотрите, вот я захожу, точно так же я захожу в 2 биконуса и бисерину и прохожу вперед, ну, допустим, насколько мне удобно, прохожу пока на 2. Вот так. За счет того, что лучиком тесно, смотрите, у нас уже получилось так, что маленькие лепесточки, они поднялись. Вот это кольцо я плела так, что здесь я на обратной стороне этого же бисерного ряда прикрепляла 3-й ряд. А вот здесь я делала так, как я вам сейчас покажу. Смотрите, вот у меня вышла ниточка, я переворачиваю к себе обратной стороной. И параллельно этой ниточке захожу в другой ряд. У нас с вами получается в обратную сторону. Прохожу столько бисерин, чтобы И прохожу я столько бисерин, чтобы наш следующий лучик получился напротив маленького лучика. Видите, вот маленький лучик у нас. Как же так показать, чтобы было видно? Вот он стоит между вот этими 2 бисеринами. Вот маленький лучик стоит. Значит, я должна сделать так, чтобы мой большой лучик, вот этот, который я сейчас буду делать, стоял вот напротив вот этого, стоял между 2 вот этими бисеринами. Вот этой и этой. Тут стоит наметить первый лучик, а дальше будет все просто. Делаем мы то же самое, что делали, только набор у нас теперь отличается. Мы набираем 1 бисерину, биконус, бисерину, биконус и еще 1 бисерину. Вот такой вот набор. Точно так же подтягиваем его к бусине. Проходим через весь набор и проходим сразу через 2 бисерины. Таким образом, каждый наш лучик будет стоять напротив маленького луча. Каждый наш лучик, вот этот, он всего лишь на 1 бисерину выше. Не намного он будто бы внешне отличается, но так как он стоит во 2-м ряду, он будет немножко приподнимать вот эти вот лучики. Ну, сейчас мы все доделаем. И таким образом мы каждый раз набираем набор из 2 биконусов в обрамлении бисерин. Подтягиваем к нашему солнышку. Проходим через набор, не заходя вот в эту последнюю нашу бисерину. И проходим на 2 по ходу плетения. Вот так.
И таким образом заполняем весь круг. Ну вот смотрите, друзья мои, я набрала последний наш набор, прохожу через него и прохожу немножечко вперед. Да, вот также на 2 бисерины и прохожу. И вот получается, что я закончила. С этой стороны у нас получилось плоское солнышко, а с этой стороны, вот посмотрите, просто такой 3D-эффект. Не скрою, был у меня соблазн сделать еще по одному лучику, более длинному. Но я эту мысль оставила, потому что оно не очень плетется удобно, и мне кажется, что, в общем-то, достаточно. Но если вы захотите попробовать, то можете попробовать. Ну и, как говорится, совершенству нет предела. Вот эти бисерины можно поменять на бисерины мелкого размера, где-нибудь 12, 14, может даже 15. Тогда эти лучики будут просто как лепестки цветка. Ну и смотрите, так как я плела леской, у меня достаточно жесткие лепестки, что, в общем-то, мне укреплять и не нужно. Как вот здесь я укрепляла. Но я вам покажу, как это сделать. Видите, здесь я плела ниткой, и вот эти вот лучики, они очень какие-то такие, ну, больно подвижные. И я решила, что нужно их укрепить. Как я укрепляла? Если вдруг кому-то нужно будет, то я покажу. Смотрите, я заходила, вот у меня нитка вышла, я зашла по обратной стороне вот в эти наши длинные лучики. Я зашла в биконус и вышла из бисерины. Аккуратно надо делать, чтобы не запутаться. Видите, у меня уже пошло не туда. Вот так. Потом я набирала каждый раз 3. Хотя здесь смотрю, что можно было бы набрать, наверное, 4. 4 бисерины. И смотрите, нитка вышла вверх, поэтому в соседний луч я захожу сверху вниз, в одну бисерину. Вот так. Ну и смотрю, конечно, чтобы этот бисер пришелся на обратную сторону. Вот так. Набираю опять 3 или 4. Вы сами посмотрите, сколько требуется вам бисера. И захожу, смотрите, нитка ушла вниз, поэтому я зашла снизу вверх, в соседний лучик. Ну, таким образом прохожу весь круг. С этой стороны это не очень заметно. Видите, 4 много, надо все-таки было делать 3. Ну, оно играет дополнительную роль укрепления, если вы будете плести ниткой. Ну вот, в общем-то, и все, друзья мои. Я надеюсь, вам понравилось и все было понятно. Желаю вам всем, чтобы рукоделие ваше приносило вам удовольствие, изделия получались красивыми. Желаю всем крепкого здоровья, всего вам доброго, до свидания.